Вся история человечества — это ведь всего лишь краткий миг в жизни нашей планеты. А что, если в этой бездне времени мы были не первыми? И речь не о мифических атлантах, а о настоящих, развитых индустриальных цивилизациях. Сегодня мы погружаемся в одну из самых провокационных идей в современной науке — силурийскую гипотезу. И это, знаете ли, не завязка фантастического романа. Это реальная научная загадка. Загадка, которая заставляет нас кардинально пересмотреть все, что мы, как нам казалось, знали о прошлом Земли. А началась вся эта невероятная история с одной, казалось бы, совершенно непримечательной детали, которую геологи обнаружили в древних слоях Земли. Помните историю про астероид, который уничтожил динозавров? Так вот, доказательством этого стал тончайший слой иридия, который геолог Уолтер Альварес нашел в породах по всему миру. И вот что здесь главное. Событие, которое длилось, может быть, всего один день, оставило четкий, несмываемый след на 65 миллионов лет. И тут у ученых возник совершенно логичный вопрос. Если такой короткий катаклизм оставил настолько заметный шрам в геологической летописи, то какой же след должна была оставить после себя целая индустриальная цивилизация, существующая тысячи, а может и сотни тысяч лет? Может, мы ищем совсем не то и не там? Так родилась эта смелая идея – силурийская гипотеза. Кстати, название она получила в честь древней расы из сериала «Доктор Кто». Но давайте разберемся, что за ней стоит. Если коротко, то суть гипотезы вот в чем. Забудьте о поисках руин древних городов или ржавых артефактов. Ученые предлагают искать так называемые техносигнатуры. Это, по сути, глобальные химические и геологические отпечатки, которые неизбежно оставила бы после себя любая промышленность. Просто представьте себе, даже если цивилизация просуществовала 100 тысяч лет, это всего лишь 0,02% от всей истории Земли. За такое колоссальное время любые постройки, любые предметы превратятся в пыль. Их найти практически нереально. Поэтому и фокус сместился с поиска прямых улик на косвенные. Представьте себе аномальные химические соединения в древних породах. Или микропластик. Или следы редких изотопов. Вот это и есть настоящая техносигнатура – вечный шрам. Ну хорошо, это все теория. А что на практике? Какие конкретные улики удалось найти? Когда исследователи посмотрели на геологические данные под этим новым углом, они обнаружили нечто действительно поразительное. Смотрите сами. В древних слоях находят следы, которые пугающе напоминают отпечатки нашей собственной эпохи. Резкие скачки углекислого газа, частицы, похожие на микропластик, и даже крошечные металлические шарики промышленного происхождения. Неужели это просто совпадение? Есть еще один интересный момент. В Африке когда-то обнаружили природный ядерный реактор, который работал почти 2 миллиарда лет назад. Это открытие доказало две вещи. Во-первых, ядерные реакции могут идти и без нашего участия. А во-вторых, они оставляют уникальную изотопную подпись, которую можно найти даже спустя миллиарды лет. А вот теперь самое шокирующее. Помимо следов вот таких природных реакторов, геологи по всему миру находят изотопы, которые могли появиться только в одном случае – в результате мощных ядерных взрывов. И эти следы находят на разных континентах, что говорит о каком-то глобальном, скоординированном событии за миллионы лет до появления человека. Даже массовые вымирания прошлого вызывают вопросы. Например, так называемое «великое вымирание» было уж очень избирательным. Какие-то виды исчезали подчистую, а другие, очень похожие, выживали. Это совершенно нетипично для природных катастроф, вроде падения астероида или извержения вулкана. Словно кто-то или что-то действовало с хирургической точностью. И вот когда мы собираем все эти аномалии воедино, вырисовывается довольно тревожная картина. Картина повторяющегося цикла взлета и падения. Гипотеза предполагает, что разумные цивилизации на Земле могут быть цикличны. Они появляются, достигают невероятного технологического уровня, начинают менять планету под себя, а затем исчезают. Возможно, в результате войн, а может из-за экологических катастроф, которые сами же и спровоцировали, оставляя после себя лишь едва заметные геологические призраки.
Но что, если они не просто исчезли? Что, если они осознавали свой конец и попытались оставить послание для тех, кто придет после? Некоторые ученые допускают, что важнейшая информация могла быть закодирована в сверхстабильных носителях, например, в структуре кристаллов или даже в самой ДНК. Послание, которое переживет миллионы лет и сможет предупредить будущие цивилизации. И вот тут мы подходим к самому главному. Какое отношение вся эта гипотеза имеет к нам, здесь и сейчас? Самое тревожное в этой гипотезе – то, что наш собственный путь, этот стремительный технологический рывок, истощение ресурсов, глобальное изменение климата – все это зеркально отражает те самые следы, что находят в древних породах. Мы будто идем по проторенной дорожке, которая, возможно, ведет к катастрофе. Но у нас есть одно колоссальное преимущество. Мы, похоже, первая цивилизация, которая научилась читать эти предупреждения, оставленные в камне. У нас есть уникальный шанс изучить ошибки прошлого, чтобы не повторять их в будущем. В конечном счете, силурийская гипотеза – это не просто история о далеком прошлом. Это зеркало, в которое мы можем заглянуть, чтобы увидеть наше возможное будущее. И она ставит перед нами один, но самый важный вопрос. Повторим ли мы этот цикл, или станем первыми, кто найдет в себе силы и мудрость его разорвать? Ответ, как бы банально это ни звучало, зависит только от нас.